Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 января. Давайте узнаем, что же ждет с 10 по 20, что или кто появится неожиданно и к чему это все идет, с чем это будет связано. Хочу сразу добавить, что, скорее всего, какая-то известная история, но которая, может быть, приобрела новый формат или добавились как и новая информация, новые обстоятельства дела, может быть, открылись. Или так или иначе, все равно это связано с пересмотром чего-то очень знакомого. Может быть, как раз неожиданные детали открываются вашего вопроса, которым вы занимались какое-то время тому назад. Но это не есть что-то совершенно с нуля новое. Тут нам будет скорее пространство давать какую-то возможность что-то реорганизовать, переписать, пересмотреть, может быть, и так. Потому что планетарные транзиты действуют вот в этот период времени и еще долго будут действовать. Ну, наверное, больше со знаком ретро, да, или какой-то дежавю, может быть, в стиле неожиданностей. Это до 4 февраля может продолжиться. Вот у вас какая-то тема. Я так тоже могу допустить. Ну ладно, останемся реалистами, но давайте рассмотрим, что нам расскажут карты. Колода 78 дверей, принципиальное значение. Имеют двери, открытые или закрытые. Может, куда-то мы и сами не пойдем, правда? Ну, давайте посмотрим. 3 знака судьбы, 3 карты. Что вам важно знать, нужно услышать? Или из какой сферы жизни могут быть сопряжены события в этот период? Что вам придется либо обдумывать, либо принимать важные решения. Такое я тоже допускаю. Ну и одновременно двери открыты или закрыты, вы можете сориентироваться, насколько легко, может быть, будет проходить решение того или иного вопроса. И на картах Таро продолжим. Что же неожиданно, да, может быть, если мы задали такой вопрос, как и появится что-то, как оказия неожиданно, ну а может быть и человек. Первая карта. И давайте продолжим, раскроем, к чему это все идет, для чего это все нужно, какие события, возможно, последуют. И в конечном-то итоге что ждет? Вот либо получится у вас, может быть, какое-то дело осуществить, или вот как причина и следствие, возможно, это и будет что-то продолжено, но какие-то перемены это в вашей жизни, может быть, или как это вообще в целом повлияет на вас и вашу жизнь. И по основным сферам жизни с 10 по 20. Что ждет в сфере любви, личной жизни, взаимоотношений? Что ждет в сфере финансов с 10 по 20? Ну и по части ваших планов тоже. Чего ж там ждать? По планам, по согласованиям, по важным встречам. Давайте будем узнавать. И первая карта, первый знак судьбы. Что важно услышать, времени надо терять. Вот посмотрите, наш человек сидит, что он видит? То, что ему демонстрируют в телевизоре. И все, и вот ничего не меняется абсолютно, а дверь, тем не менее, открыта. Нужно встать. Вот как будто нужно выйти из какого-то прежнего пространства, из какой-то прежней истории. Вам нужно на что-то решиться для начала. Вот как этому человеку, как будто он подзастрял. И сам-то он не очень счастливо выглядит. Скорее всего, какое-то важное решение вам надо принимать. Но по какой-то причине сделать или решение само по себе, какое-то может быть очень сложное, оно, вы можете чувствовать, как будто может нарушить мою жизнь. Или может вот то, к чему я привык или привыкла, к какому-то режиму, регламенту, к порядку, это тоже придется мне пересматривать. А с чем это связано? Да мы тут просто, посмотрите, семерка кубков, сидим и ждем, а вдруг что-то изменится. Ничего не изменится. Тут, похоже, вам решиться, правда, на что-то нужно. У кого-то касается аркана Шельник, когда вы сами по себе. Может быть и правда, среди вас есть такие люди, как одиночки. И это не одинокие люди. Это именно человек, который, ну, привык жить сам по себе. И у таких людей жизнь, она достаточно интересная, она более чем активная, у них много интересов или каких-то, видят много горизонтов, хочется много чего попробовать. То есть это не уныние, нет, ни разу. Но кто знает, может быть, это касается личной жизни именно,
Есть, тем не менее, какие-то грустные истории, когда вам как будто нужно выздороветь, уже вот это надо переболеть. И в конечном-то итоге тут как будто нам ведь однозначно говорят: "Не строй иллюзий по части одиночества". Вот буквально так. Да, может быть, это у кого-то, такая ситуация, когда у вас есть какой-то план, он касается вашей деятельности, у кого-то, может быть, и бизнес, да, или личное дело, которое отнимает много времени, и вы уходите в это с головой. Я это допускаю. Но все же нам больше говорят о том, что мы все равно где-то подзастряли. Может быть, мы ударились именно в дела и совершенно пустили на самотек личную жизнь. Или наоборот, мы сидим и ждем человека, и словно ну, или человека, что кто-то вернется. Я такое тоже допускаю. А тем не менее, а жизнь идет вперед. И уже то, что сложилось, то сложилось. Нам приходится принять. Ведь карта иллюзорного успеха, которая в центре у нас, да, семерка кубков, она говорит, не надевай на себя розовые очки. Пора какой-то сольный вариант вам, правда, заканчивать. Может быть, даже по работе. Это если вы ищете компаньонов или, к примеру, вам нужен какой-то помощник, может быть, помощник дома или помощник, имеется в виду, пусть это какая-то разовая даже помощь, но каким-то образом она вам призывает вас воспользоваться, потому что вам это тоже будет помогать. Вот как будто нужно завершать, вот правда этот сольный вариант? Сложный выбор. Может быть, это у кого-то, я допускаю, все же по аркану влюблённые здесь, да, 3 персоны, не 2, и вроде как третий лишний. Мы все разные, у кого-то может проигрываться, может быть и правда любовный треугольник, а у кого-то тут даже не в треугольнике дело, а как будто вы себе говорите: "Я сначала вот решу вопросы, может быть, по части своих достижений", ведь по аркану отшельник- это всегда некоторые достижения. Пусть это не буквально работы карта, но это жизненного пути. Это какая-то задача такая, знаете, как что-то высокое, что мы задумали. И отшельник всегда идет в одиночку. Почему? Потому что он не хочет, чтобы ему помешали. Пока я буду объяснять, словно думает он, меня все равно не поймут, а потом начнут меня удерживать. Свобода, безусловно, идет. И независимость по отшельнику. И для кого-то сложно вот со свободой и независимостью как бы определить, да. Сейчас вы можете как будто сами что-то планировать, а потом вы словно в рамках увязли, в каких-то обязательствах. Вот кто-то может думать и так, а у другого или у другой из вас будет именно вопрос в отношениях. Может быть, это не вы создали, да, вот этот любовный треугольник, но волею судьбы и сложившихся обстоятельств вы как один из винтиков, да, или один из персонажей в этом треугольнике. Тогда вот посмотрите, все карты говорят, ты в чем-то завис. И пора в этом ставить точку, с чем-то определяться. Но если это вопрос, как будто сначала работа, а потом личная жизнь, то нет. Ведь всегда по аркану влюбленные, тут действительно сложный выбор. А тем не менее, карта напоминает, сепарация– это только иллюзия. Может быть, кому-то нужно банально помириться даже, да? И, и я могу предположить, тогда карты будут вам давать совет, что вам, возможно, нужно взять инициативу в свои руки. Ну, пусть даже вы услышите какой-то отказ или это будет как-то, ну, глухо, да, то есть человек не откликнется, но вы это можете делать уже выводы, причем такие окончательные. Для вас это будет какая-то точка, понимаете? Пока вы думаете даже о ком-то, вы не оставляете свободного пространства даже в своей ментальности. Наши мысли формируют будущее. И если мы сами себя погружаем, да, в какое-то пустое ожидание или в напрасные надежды, то тоже пейзаж не меняется, согласитесь. Вот какая-то тема, которую нельзя отложить на потом. Она именно касается вашей души, вас самих. Об этом не знает, возможно, никто. Это вы где-то так самостоятельно, может быть, гоняя мысли по кругу, уже многократно о чем-то думали. Да, хочется быть оптимистом, хочется, чтобы вот именно какое-то желание сбылось, а нам говорят нет. Тут надо что-то решать самому. Ладно, давайте второй знак судьбы. Да точно, тройка жезлов– это карта будущего. Это вам нужно стать словно вот этим маяком, да? Или понимать, что вы сейчас берете ответственность и за свою жизнь, и, может быть, это будет
где-то граничить и с личной жизнью, и одновременно и с работой. Может быть, и какая-то ваша помощь кому-то все таки жезлы, да, или участие в каком-то деле. Но по этой карте мы именно решаемся. Хотя, знаете, есть такое значение, мы как будто сами останавливаемся на полдороги для того, чтобы проанализировать. Так иду я вперед. Буду я что-то продолжать? Все ли я с собой взял из прошлого? Все ли гештальты закрыл? Вот, может быть, тут нам карта как знак судьбы и говорит, что уже прошлое, тут просто надо подводить какие-то итоги и идти вперед. Третий знак судьбы может быть как получение денег, решение финансовых вопросов или решение вопросов по работе. Вообще эта карта такая очень благополучная по части именно финансовой истории, несмотря на то, что это вроде как кубки. Да, кубки — это эмоции, но тут мы рады именно потому, что у нас с финансами. Но что-то получается либо решить, согласовать, или просто деньги задерживались, вот они к вам приходят. Может быть и так. Но есть и другое значение. Я часто называю картой эгоиста. И это где-то относится ко всему тому, что я уже сказала. Отшельник, да, он сам идет. Он не хочет, чтобы ему кто-то мешал. Вот вы ресурсные, но вам нужно на что-то решиться. Может быть, какая-то история финансового порядка по девятке кубков вам. Вроде как деньги есть, но они-то ведь тоже требуют внимания. Хотя я, конечно, допускаю, каждый имеет свою какую-то финансовую стратегию, тактику, да, и количество, прямо скажем. Но, тем не менее, чтобы вы не думали, вам сейчас, и планетарно это, кстати, так, потому что Юпитер в первом доме вашего гороскопа. И каких-то бонусов и плюшек он больше начинает давать под самый конец года 2025 и, ну, буквально до лета. А летом он перейдет в ваш второй дом гороскопа. Это второй дом — это у нас финансы. И, может быть, где-то карты вас готовят, что ты не должен что-то прошляпить. Для тебя действительно какая-то новая стратегия и тактика необходима, мои дорогие, как и по части личной жизни, так и по части финансов или откуда к вам приходят деньги. Что же там неожиданно? Ну вот все то, что я долго говорила, мы закрываем в прошлое дверь. Десятка мечей. Солнце как будто всходит уже. Какой-то мрак в вашей жизни завершается. Тут у каждого по-своему. Но есть явно та история, когда вам нужно сказать: "Да, я сделал все, что мог". Или "Я сделала все, что могла". Что это за неожиданности? Выбор какой-то. Опять же, двойка мечей, причем такой. Делать сердцем нужно этот выбор. Наша вот эта колода Таро ведьмочек, обратите внимание, с завязанными глазами, бросает ножи-дротики. Наша ведьмочка, и тем не менее интуиция ей как будто подсказывает, как нужно действовать. В яблочко попадает в центр мишени. Поэтому слушайте свою интуицию, она у вас работает как надо. То есть интуиция — это не что иное, как интеллект и прежний опыт. И вот нам ворон показан. Это символ мудрости. Какое-то решение вам нужно принимать по какой-то известной проблеме или ситуации. Слушайте, все карты об этом. Вас как будто нет уже в прошлом. Может быть, это вы вспоминаете. Может быть, еще в мечтах хотели бы, чтобы что-то возобновилось или бы кто-то появился. Но вот нет, но вот сейчас сложилось то, что сложилось. Фактически вас уже нет. Вот как эта комната мрачная, да, где человек прежде находился. Измятая постель, посмотрите, пустой уже топчан. И, может быть, исписанный дневник. И вот это место, как будто где вы находились долгое время, уже хочется выйти. Это как тюрьма, это как застенки какие-то. Вот эта темная мрачная комната. И вот такая аффирмация. Макет сердца и 3 меча. 3 жирных точки в какой-то прошлой истории вам как будто нужно поставить. Может быть, все же мы смотрим неожиданности, либо это ваше понимание, или, знаете, вот глаза у вас на что-то откроются. Так ведь тоже бывает. Может быть, это сопряжено с какой-то информацией. Не исключаю. Но мне больше, я склонна думать, что вам, мои дорогие, просто что-то надоело, от чего-то вы устали. И к чему же это все идет? Идет к тому, что кому-то из вас захочется словно забрать свое. Может быть, это вы узнаете какую-то правду о человеке или
вы кому-то долго помогали, а потом, как глаза открылись, понимаете, что да, человек просто искусный манипулятор. Вот такого я не исключаю. Кто-то начнет подсчитывать буквально материально и подумает, а это тоже иногда неплохо сделает. Взять и вот так расчертить, да, лист бумаги, и посчитать, сколько вы кому помогали, а сколько вам откликнулись. Ведь взаимопомощь это всегда и энерговзаимообмен. И если вы кому-то помогаете, то вам, пусть не вы, допустим, финансово помогаете, тогда человек все равно как-то, пусть душой, пусть сопереживанием каким-то, да, но он искренне и верно вам откликается. Вот получаете вы вот этот энергообмен или нет? Вот какие-то балансы вы явно будете проводить, потому что здесь карта хитрости и обмана. Явно есть какой-то перекос. И вот к чему это все идет. Может быть, вы и поймете, что какая-то история вам именно надоела, потому что я, как всегда, проигравший. Может быть и так. Какая-то чужая манипуляция. Конечно, карта говорит вам, кстати, по части денег. Вы-то вот будете ресурсны, но вы рискуете, может быть, сочетание вот этих карт, что вы как к вам пришли деньги, а вы их либо, может быть, это и платежи какие-то, я допускаю, но и либо вы помогаете, либо вы кому-то там содействие оказываете, а сами как будто рискуете остаться ни с чем. Или вложиться в какой-то проект. Такое тоже бывает по семерке мечей. Я допускаю, перейти по непонятным ссылкам, все таки карта нас так немножко на стороже держит. Тебе нужно обладать критическим мышлением и ни в коем случае не поддаваться каким-то иллюзиям. Может быть, вот эта карта иллюзорности будет говорить, кто-то может столкнуться с такими персонами, которые вам предлагают что-то приобрести, что-то купить, в чем то проучаствовать, в итоге деньги заплатить. Так вот тебя буквально ты смотри, чтобы тебя не обманули. Кошелькам, портмоне, сумочкам и, повторюсь, паролям аккаунтов нужно себя как бы и защищать, и относиться очень внимательно. А когда мы на своей волне, мы не видим. Наше, как знаете, вот это критическое мышление, вот эта осознанность, когда мы все цепляем взглядом, когда мы анализируем так, что вокруг меня происходит. А мы просто словно бредем. Мы вот эту обстановку не анализируем. Так вот, вам анализировать необходимо, мои дорогие. А с чем это может быть связано? Вот мне хочется дополнительную карту. Кто-то может поехать в дорогу, или какой-то человек к вам может приехать. Может быть, это связано, иногда эта карта говорит, когда мы работаем посредством интернет, или когда, ну, через какие-то, может быть, и мессенджеры, да, или общаемся, или выстраиваем какие-то отношения, договоренности, может быть, это документы у нас проходят посредством интернет. Но нельзя замечтаться. Внимание к деталям, внимание к мелочам, потому что мы как будто погрузились, да, ведь не случайно вот эта темная карта. Мы как выпадаем из реальности. Потому что мы сами себе что-то надумали, мы сами себе поставили какие-то приоритеты, а в реальной жизни мы как будто беспомощные, мы как беззубые, да, за себя не постоять, не на пару шагов что-то увидеть. Понимаете, то есть нужно быть внимательному. Так в конечном-то итоге это для чего все нужно? Правда и ничего, кроме правды. Вы сами можете собраться куда-то поехать. Также вы можете получить какую-то новость, когда жизнь, кстати, я такое допускаю, вас переключит на как в новую плоскость или на какое-то дело. И, может быть, в этом деле вам придется, ну, где-то уходить с головой, сделать много согласований, отправиться, может быть, и к юристам, я такое допускаю, или к официальным лицам. Что-то вы можете тут именно через каналы какие-то официальные что-то решать, потому что по рыцарю мечей даже, кстати, такое иногда проигрывается, как если вы, к примеру, отвечаете за подразделение, за отдел. Иногда идут проверяющие. То есть вот, ну, есть какая-то реальность, которую нас возвращает к жизни именно в моменте здесь и сейчас. Мы не можем это отложить на потом. Точно так же это бывает и наше желание. Какое-то время мы терпели или что-то умалчивали. И вот это точка невозврата, когда мы у себя спрашиваем, доколе, сколько ж я буду сидеть, или сколько я буду ждать. Мы ищем правду, и мы ее находим. В конечном итоге у кого-то из вас будет, может быть, много поездок. Вот смотрите, я должна сказать, что, ну, где-то приготовьтесь, будет очень много информации, которую вам нужно перепроверять.
Но, тем не менее, среди, может быть, вороха какой-то противоречивой информации, вот к этому нужно быть готовым. И будет что-то как рациональное зерно, которое вам поможет либо в чем-то поставить точку. Вот знаете, тут с 10 по 20 можно так с чем-то очень важным определиться, пусть это на уровне вашей души, на уровне ваших планов, намерений и целей. Но у вас какая-то путаница или какой-то лабиринт беспросветный, он может закончиться. Потому что по тузу жезлов, я часто говорю, делит туз, ну так условно, нашу жизнь на период до и после. И у кого-то это будет именно какая-то информация с учетом рыцаря мечей, такая скорая, неожиданная, которая врывается в вашу жизнь буквально. Что ждет вас в сфере личной жизни, любви? Ну вот смотрите, опять карта отшельник. Я не буду повторяться все то, что я уже говорила. Я допускаю, что кто-то, наоборот, от одиночества мог устать. Почему нет? И, может быть, для кого-то одновременно и работы очень много. Кто-то может подумать о том, что нет, мне сейчас не до того, правда. А мне, знаете, как хочется? Давайте я карту совет. Вот какой совет дадут карты по части личной жизни? Потому что, ну, какую-то все одну и ту же историю нам рассказывает. Так вот, личная жизнь, любовь, взаимоотношения, советы. Отправляйся опять в дорогу. Да, в этой дороге нужно себя беречь. Здесь нужно постоянно что-то анализировать, не дать себя буквально облапошить. Все-таки карта более чем говорит, и ты не только интуицию слушай, так ты еще и все подмечай до мелочей. И если тебе кажется, то тебе не кажется. Явно нужно, ну, как-то себя по-новому учиться защищать. И ведь карта колесницы– это карта успеха. Вам куда-то нужно поехать. Может быть, это короткая дорога, может быть, это важная встреча, может быть, с официальным лицом. Ну, а может быть, это и касается именно личной жизни ваших родственников, любимого человека. Может быть, вы и вместе. Или вы собирались вместе, но выйдет так, что поедете вы один или одна. Но как будто, ну, как в анекдоте, я не знаю, вы о чем, но ехать надо, потому что по этой карте нам конкретно говорят, не оглядывайся назад. Поэтому можно и примириться, кстати. Потому как по этой карте мы не вспоминаем былое и думаем, не оглядываемся, да, назад, что мы там надумали или как мы относились прежде. И если мы решаемся помириться, возобновить отношения, и мы видим, что партнер или человек, именно вот этот взаимоэнергообмен, есть желание, я больше вижу, что тут надо что-то продолжить, но уже в новом ключе. Как бы трансформировать тогда отношения. Вот для каждого из вас. И, может быть, этот первый шаг вы сами будете делать. Я такое допускаю. Как будто выйти надо из отшельника. Что ждет по финансам? Ну, не сглупить. Все-таки нулевой аркан, мы не должны слететь с этого обрыва, правда? Эта карта дает всегда физическую активность, силу, желание, кстати, путешествовать. У кого-то именно с поездками, переездами, ну, может быть, работа, связанная с командировками, когда тоже нужно просчитать финансовую историю. И тут тоже, опять же, не сглупить. Нужно все рационально просчитать. Где-то, может, и заначку, чтобы вот так вот в дураках, будем говорить, не остаться. Есть такой момент. Но это, знаете, физическая активность, когда у нас на очень многие дела и проекты хватит сил. Более того, здесь как по части заработков или откуда к вам приходят деньги. Тут, правда, рождение каких-то новых идей или, может быть, возвращение тех идей, которые были у вас прежде. Вы что-то пытаетесь как обновить, поставить на более такие правильные рельсы. Но, может быть, за какой-то период уже много что изменилось, и вам как будто этот вопрос, либо подойти к нему надо вот как с нуля, заново, что-то начать изучать, или теперь понять, как это работает, да, но все же уже не первая карта внимания к финансам призывает. Да, это точно, смотрите, у вас две девятки, девятка кубков, девятка пентаклей, причем девятка кубков эмоциональная, как я уже сказала, да, а тем не менее это карта про финансы. А девятка пентаклей безэмоциональная, ну тоже по финансам. И где-то девятка пентаклей, она похожа на отшельника. У меня все есть, мне ничто не нужно и никто мне не нужен. Мне сейчас хорошо. Вот у кого-то такая, ну или такое настроение может быть. А тем не менее, мои дорогие, две девятки– это пороговое значение, впереди перемены. Ну, мне хочется сказать,
Какая-то заначка у вас точно должна быть. Вам как деньги идут в руки, понимаете? Но ваша задача их удержать. Они вам пригодятся. Ваши планы. Чего ждать? Смените, правда, какой-то курс или направление. Можете сменить или корректировать. От услышанной новости это будет зависеть. Может быть, отчасти у кого-то это ваши дети, взрослые дети или какой-то проект. Или прежде вы надеялись, допустим, на прежние свои проекты. Тут видите, а нет, тут что-то пробуксовывает. Мы именно вот как этот Паш, наверное, да, недаром карту разложил. Уже у кого-то, правда, проиграется, как именно с траекторией какой-то траектории передвижения или территории вашего нахождения, места пребывания. Но здесь вы будете что-то менять, потому что, может быть, обстоятельства так складываются, а с другой стороны, ведь по пажам это же всегда есть элемент новизны, когда нам хочется себя в чем-то попробовать. Обновление ваших планов, мои дорогие, вот это точно. Но изучить, видимо, какой-то ваш последующий план действий, он должен быть. И будьте готовы корректировать эти планы, потому что у нас жизнь, она не бывает полностью предсказуема. И я часто говорю, это для меня как мой девиз. Жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я вас благодарю за ваши душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на телеграм-канал. Я там публикую, в виде ссылок, да, на весь мой контент, который расположен на разных YouTube-каналах, также на моем сайте. Может быть, для кого-то в одном месте это более удобно, а я вам буду искренне рада. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.